С момента, как World War 3 пропала с виртуальных полок Steam, прошло уже 1,5 года, и теоретически времени на исправление ключевых проблем было достаточно. Что ж, сегодня мы и узнаем, воспользовались ли этим разработчики и как изменилась закрытая альфа-версия Третьей мировой. Вероятно, некоторые из вас помнят первый релиз ВВ3 в ранний доступ и с какими трудностями сталкивались игроки при попытке входа в игру. Да, но и в этот раз возникла схожая неприятность. Игроки массово не могли найти сервер, ну а мы были в числе тех, кто застрял еще на этапе запуска игры. Впрочем, на следующее утро решение нашлось, и проделав некоторые операции с системными переменными, игру все же удалось запустить. Главное меню встречает переработанным интерфейсом, он стал действительно стильным и удобным, а все, что связано с настройкой лодаутов и кастомизацией оружия, довольно точно копирует аналогичный интерфейс Call of Duty. Меню параметров обрадовало широтой тонкостей настройки практически каждого элемента игры, единственное, чего не хватает, более подробного и наглядного описания параметров графики, ведь не каждый догадается, что за эффект сжатия или как на графику и производительность повлияет изменение качества глобального освещения. А за примером далеко ходить и не нужно, все это есть в упомянутой Call of Duty. Главный режим ВВ3 Tactical Ops, по сути, классический захват и удержание в формате боев 20 на 20 на локациях Москва и Полярный. Ввиду фокуса разработчиков на тактические позиционные бои, сражения Третьей мировой не сильно похожи на привычный геймплей Battlefield, а скорее смахивают на Medal of Honor Warfighter, этакую смесь колды и батлы с уклоном в тактику и реализм. И здесь вспоминается фундаментальная проблема ранней версии, где игроки разбредались по большим открытым локациям, что в значительной мере снижало насыщенность перестрелок. Дело в том, что на той же Москве точек целых 6, и расположены они не последовательно или хотя бы очень кучно, как было раньше, а распределены по всей площади карты, а вместе с ними и игроки. Количество перестрелок существенно сокращается, взамен этого увеличивается необходимость в перебежках между укрытиями и поиске противника. Командный бой – второй режим World War 3. Он стравливает игроков напрямую, предлагая сражения между командами по 10 игроков на тесных локациях в Берлине и Варшаве, но в своей сути лишь пропорционально уменьшает масштаб боя и убирает необходимость захвата точек, а игрок по-прежнему бегает в поиске возможности пострелять. Ганплей в сравнении с предыдущей версией вырос в значительной степени, но это все еще далеко от того, что хотелось бы получить на релизе. В основном ощущения от оружия портят все еще не идеальные анимации перезарядки, порядком утомляющее взведение затвора после каждого спавна и чрезвычайно неубедительные звуки стрельбы, как будто вместо огнестрела в руках персонажа страйкбольный привод. Просматривая запись геймплея без звука, импакт от выстрела ощущается даже сильнее, а это о чем-то договорит. И хорошо, если разработчики сами это прекрасно понимают и к будущим этапам тестирования проведут серьезную работу над звуком. Неплохо сделана отдача, она не такая сильная, чтобы оружие вылетало из рук, но при этом ее достаточно, чтобы вам пришлось с ней бороться при стрельбе на большие дистанции. Единственный здесь момент в том, что отдача в основном бросает оружие в стороны, нежели назад или вверх, и переход на одиночный огонь здесь не настолько выигрышное решение, как, например, в Сэнdsторме или даже Таркове. Несмотря на то, что обычно противнику достаточно 4-5 попаданий, ввиду довольно агрессивного разброса, точность стрельбы существенно снижается, и с учетом промахов ТТК может показаться удивительно высоким. А о стрельбе от бедра в ВВ3 говорить и вовсе не приходится. Что касается персонажа, управление довольно отзывчивое, хотя иногда наблюдаются странные подергивания. Появился ускоренный бег, так называемый Double Shift, и легкая инерция при движениях влево-вправо. Персонализация позволяет в теории очень детально настроить внешность солдата, но на тесте почти вся косметика была недоступна.
С помощью новой механики рюкзака теперь можно заранее подготовить набор модулей для быстрой кастомизации оружия прямо в бою, что удобно в исключительно редких случаях. В этом же меню можно настроить уровень бронирования персонажа. К выбору представлено 3 типа бронежилетов и 2 вида шлемов. Большое внимание к хитбоксам брони уделялось еще в ранней версии, но нельзя не упомянуть его и сейчас, ведь реализовано оно очень здорово. Броня лишь дает небольшой шанс пережить лишнее попадание, ведь защищена строго зона, покрытая пластиной, да и входящий урон не впитывается полностью, а лишь снижается примерно наполовину. Тем не менее, эффект получения урона по персонажу очень слаб и в пылу сражения практически не ощущается, что заставляет постоянно следить за полоской здоровья. Проблемным снова показался звук, теперь уже в озвучке персонажа. Перезаряжаясь или получая урон, он станет громко кричать, что очень хорошо выдает позицию игрока. Пару раз нам попадались ситуации, когда во время этого боевого клича мы подбирали чужое оружие, и персонаж тут же менял тон, высказывая свою бесконечную радость от находки. Кстати, почему бы не сделать персонажа молчаливым, когда вы используете глушитель на оружии? Командный геймплей пока тоже не сильно востребован, если речь не о захвате точек, который здесь очень долгий. Намного проще все сделать самостоятельно. Во-первых, работая в команде, вы так или иначе можете столкнуться с союзником в узком проходе и вас обоих начнет телепортировать. Такая же проблема есть в Sandstorm. Во-вторых, в ВВ3 есть Friendly Fire, и вы можете попасть под огонь напарника или сами настрелять по своему. Да и часто союзника можно спутать с врагом, ведь маркер над его головой больно мелкий. В Battlefield игроков тоже подталкивают к командной работе, и как минимум патронами и аптечками союзники вас не обделят. Здесь же над вами не загорается иконка, когда вы нуждаетесь в лечении или боеприпасах, а чтобы запросить поддержку, вам придется продираться сквозь неудобный интерфейс внутриигровых команд. Оптимизация в альфе была на вполне достойном уровне, хотя тестируемый ПК с лихвой соответствует требованиям, и было бы странно, если бы игра на нем работала плохо, но все же стоит отметить стабильную производительность на ультранастройках в районе 100 кадров в секунду. Производительности на 2 других системах вы видите на своих экранах. Однако в то же время много графических элементов таки мозолили глаза. Хуже всего в этом плане оказались сделаны отражения в стеклах. Иногда взгляд цеплялся за погружающиеся вдалеке объекты, а в отрыве от сражений покоя никак не давали идеально ровные края всех моделей в игре – стен, обломков, разрушенной техники и так далее. И вряд ли здесь нам стоит ждать большого прорыва. А что там с донатом и ценой игры? Да, когда речь заходит о больших издателях, тема монетизации проекта становится особо актуальной, и на вопросы о ней нам ответил продюсер MyGames в рамках небольшой презентации для блогеров. Модель распространения игры все еще не разглашается, зато в главном меню уже можно найти упоминание боевого пропуска и несколько видов валюты. Но продюсер заверил, что донат никоим образом не повлияет на геймплей, а все косметические элементы будут выполнены в характерном для сеттинга стиле. Мультяшных розовых костюмов нам не видать. В чем же была причина провала? Несмотря на яркий старт и звание бестселлера в Steam, а игра продавалась за 1000 рублей, пиковый онлайн World War 3 достиг отметки всего в 11 тысяч игроков, в дальнейшем стремительно угасая. Виной тому в большей степени была техническая неготовность принимать игроков. И это касается как невозможности многих подключиться к серверам, так и ужасных проблем с оптимизацией, при том, что визуал Третьей мировой назвать выдающимся сложно, да и сам по себе он тоже во многом отталкивал. Нам кажется, что эта игра точь-в-точь копирует путь Hi-Rez Ops, который тоже вышел не готовым, получил волну негатива и сфокусировался на переработке. Только вот это ничего не изменило, и нам бы не хотелось, чтобы такая же участь постигла еще одну игру. Прежде всего хочется сказать, что игра действительно меняется и заметно работа над ошибками, но не всегда этого достаточно.
недостаточно. Плотность сражений и командная работа, анимация оружия и звуки стрельбы – всему этому нужно уделить еще много внимания. Мы считаем, что World War 3 все-таки нужно дать шанс, а возможно ее релиз потенциально обрадует новым шутером во многими любимом сеттинге современной войны. Хотя вышеперечисленные проблемы правда очень серьезные, они решаемы, ведь пока это только ранняя альфа, и судить игру по всей строгости еще рано. Во всяком случае, таково наше мнение сейчас, и как оно изменится в процессе эволюции ВВ3, вы обязательно увидите в полноценном обзоре ближе к релизу, или хотя бы выходу игры в полноценную бету. А какое впечатление о Третьей мировой сложилось у вас? Давайте обсуждать вместе. Не забывайте про лайк, подписку и наш уютный Discord-сервер. Спасибо за просмотр. Благодарим паблик SUV за донаты, YouTube спонсоров Earl Grey, канал Глины, Михаил Панков, Садом, Игорь Дусаев, Speedwagon, Demolition Kov и Ave Dominus Nox, а также Флик, Эхо, Итальянская сосиска и Данте.